По заявкам жаждущих сегодня я оделась. Шучу. Просто я одевала халат для обзора. Планировала быть еще более раздетой, чем в прежнем выпуске. Ну ладно. Уже в халате продолжим. Такс. Солнечно, да? Мешает свет? Нет? Ладно, я приступлю, потому что мне опять остается не так много времени до выхода. Из Люберец в минус 16 добраться до Балашихи. Это была не очень грамотная задумка моя. Поеду к мужу на работу. На общественном транспорте. Дабы своего пока не имею. Но сегодняшняя поездка, думаю, станет окончательным звеном для того, чтобы я подошла к моменту покупки собственного авто. Потому что сейчас я буду ехать достаточно далеко, в мороз, на общественном транспорте, где все чихают, икают. Не очень люблю вот такие массовые скопления. Ну, если это какой-то крутой там концерт. И то сейчас, да. Есть дистанция определенная, социальная. Так что я уже отвыкла от такого скопления людей в одном месте. Будет меня сейчас ситуация убеждать к покупке. То я оттягиваю. Думаю, взвешиваю, целесообразно ли это с моим графиком, с моими этими вечными переездами, где эта будет машина стоять, как быть вообще. Гараж арендовать, где арендовать, тут ли, в Подмосковье, в Курске. Ну, в общем, в любом случае, сегодня, думаю, все решится. Потому что уже, наверное, пора. Я часто себя ловила на мысли на этой ранее, еще с 2019 года, о том, что пора приобрести именно свое авто, не семейное, ну как семья, которым пользуется муж, там, да, дети, а именно в личное пользование, только мой. Хотя бы потому, что для комфорта, для успеваемости, для меньшего нервоза, потому что с таксистами как бы периодически, ну, достаточно часто, чего уж там греха-то и случаются всякие не очень приятные вещи. Но всегда какое-то но я находила, ну вот как сейчас, да, где, как жить на 2 города, где постоянно машина будет стоять. Муж постоянно здесь, машина стоит под подъездом, он как бы видит. Я буду уезжать на неделю, на 2, куда я ее буду девать? Поэтому есть ряд ограничивающих убеждений в том, что не стоит это делать. Но я подхожу к тому моменту, что все-таки это больше отговорки. На такси тратить такие суммы неприличные. Уже более правильнее купить свое личное авто, включать музыку, которая тебе нравится, а не наслаждаться плейлистом таксиста. А выбор у них всегда специфический в плане музыки. Опять кусок горчащий попал. Блин, может быть, это какой-то ломть такой из скалы изначально с горчинкой шел, потому что, ну, прям совсем, я замечаю эти через один. Надо вышвырнуть его. Я даже не уверена, что это безымянный. Ну ладно. Уже что? Последний кусок, у меня другого нет. Хочешь, не хочешь. Перед дорогой поешь это святое. Когда шипел во рту. Без воды. Ну вот и зима пришла, да, ребята? Холод.
Москве и Подмосковье холод. А я уже была в ожидании весны. В декабре, да? Ну, плавно такой перетекающий, без снега, сразу в зелень, цветочки. Но, увы и ах. Сейчас построят напротив дом, а я сижу такая вся в солнце. Говорю, как у нас много цвета. Сейчас построят 14 этажей перед нами, перед лбом нашим. И солнце будет, наверное, 2 часа в день только в квартире. Муж говорит, что это хорошо, потому что летом было очень жарко. Кондиционер мы на днях установим, но все равно. А с детьми кондиционер летом тоже, знаете, такое удовольствие. Рискованное. Потому что он дует все равно небезопасным таким воздухом. Только если климат-контроль устанавливать в этом случае. А тут под климат нам что-то объясняли в этой квартире тоже. Не вся конструкция подходит. Ну, вся вот эта начинка, внутрянка. Так что, может быть, и хорошо, закроется солнце. Будем жить в подземелье. На 10-м этаже в подземелье это что-то новое. Такая отвратительно теплая вода. Ну, не теплая, а кипяченая. Забыла купить бутилированную воду, закончилась. А так неохота в минус 16 идти туда. Хотя мне сейчас предстоит бежать в метро. Хотя, когда я приехала только в Москву, метро меня вдохновляло. Я думала, господи, что за чудо света такое? Быстро едет. Особенно новые вагоны. Зарядка USB-шная. Красота. Ну, прошло всего каких-то 5 лет. И метро перестало быть для меня таким великолепием и превратилось к разряду что-то. Фу, метро, как долго туда спускаться, переходы, шум, перепады давления. Это, наверное, старость, наверное, это она действительно. Кстати, заказала скраб. Стоял у меня с сентября не распечатанный. Знаменитый. От блогерши российской. Блин. Ну, конечно, как он пахнет, Баунти, я в шоке. Сам Баунти так Баунти не пахнет, как этот мусс. Это что-то такое наивкуснейшее. Я тем более решила воздержаться сейчас от сладостей перед отпуском. Хочу быть в тонусе, чтобы там во всей красе встать утром, пойти купаться на пляж или в море. И вот, соответственно, распаковала этот скраб, но он так вкусно пахнет, что он так и соблазняет слопать какую-то сладость. Слава богу, ничего дома нет, кроме скраба. Но он только пахнет заманчиво. На самом деле, морская соль, из чего он там сделан. Сочетание морской соли обеспечит нежное и мягкое очищение кожи, да. Пахнет он волшебно, посмотрим его еще чудодейственное влияние на кожу. Так, все, ребята, пора бежать. Я, как всегда, перед выходом только снимать успеваю. Я наелась, соответственно, можно приступать к распаковке. У меня здесь коробки. Ой, какая-то глина приехала. Я просто забегалась. Сейчас по другим делам нужно убегать, не меловым. Вообще, мысли об этом, и глина тут пришла мне, тут как тут, поэтому сейчас буду вспоминать, что я заказывала. Спасибо, Екатерина, глина пришла моя, дождалась меня, была оставлена около порога, но с ней все в порядке. Так, пакет этот мы попозже посмотрим, это из прошлой поставки. А здесь пришла, как думаете, какая глина? Можете узнать, вот, кстати, вот так, издалека, догадаться по силуэту, по вот просто формату такому? Я нет, честно, потому что я не глиноед. Это просто расширяю ассортимент из того, что у нас иностранные заказы превалируют сейчас, поэтому
заказываю. Так, ребят, это у нас получается голубая уралка. Если не ошибаюсь, я переспрошу у поставщика. Ну да, такая вот монолитная, тяжелая, с корешками нечищенная. Это уралка, голубая уралка. Сейчас я вам поближе ракурс потом покажу. И что еще? И не только уралка, тут еще у нас... Или только уралка, ребят. Не, 15-16 килограмм же заказала. Да, только уралка, все правильно, это уже я. Надо записывать мне. Так, ну что, кто догадался, что это уралка? Я с трудом вспомнила, что это она. Вот почему она голубая? Она что-то с таким легеньким оттенком, ну не желтого, а какого-то другого. Но тем не менее называют ее голубой. Может из-за того, что она в воде меняет свой цвет? Кстати, я ее еще не чистила никогда самостоятельно. Как она там себя ведет, как желтая рассыпается, колется. Буду это делать, естественно, с вами. Такие у нас тут глыбки хорошие. Поменьше, побольше. Ну вот этот кирпич. Кирпич. Вообще по мне такой не голубой, ни капельки. Может, у меня что-то, конечно, с цветопередачей моего зрения. Но мне как-то не поворачивается язык назвать ее голубой. Ну, действительно. Ну, вот этот хорошо еще, согласна. Вот этот вот тут прям какой-то такой к серому ближе. Так, вот тут достать. Ну, вот здесь, вот тут прям, да, хорошо, согласна. Какой-то такой серо-голубой оттенок присутствует. Какое-то красное вкрапление. В меле я привыкла, что оранжевое, а здесь прям ярко-красное. Что это? В общем, мне нужно заниматься изучением глин, потому что мел это моя стихия. Я знаю все возможные вкрапления, а вот в глине... Так, ну что, давайте поближе, сейчас камеру перенесу. А, нет, потом перенесу. Так, от Екатерины у меня есть еще вот такой, получается, пакетик. Тоже здесь ассорти для пробников иностранным клиентам. Я просила, вот смотрите, что тут у нас нам насобирала нам. Значит, глинка Бриз. Знаете такую? Я? Нет, честно, я по глинам вообще полный ноль. Когда мне что-то вопросы, я сразу переадресовываю к девочкам, к Екатерине в последнее время, да, от которой эта посылка и собрана. Глинка, смотрите, чистая. Тут еще маленький такой есть кусочек ассорти. Тут откололась она, малюсенький, вот такой, что пробуем. Печку. Точно. Вкус печки деревенской. Вот для меня это глина Бриз, это прям стопроцентная печка бабушкина. Так, молочный лед. Такую слышали? Я тоже нет. Вообще, я тут мастер, знаток. Вот такого молочного он цвета. Поэтому, соответственно, наверное, название. Тут маленького кусочка нет. Придется отломать самой. Соленая. Вот я не понимаю соленые глины. Лед именно соленый. Так, это у нас меренга. Название впечатляющее. Надеюсь, по вкусу будет то же самое. На внешний вид очень Кристал напоминает. С Кристал, кстати, у меня пока проблема. В карьер сложно. Ой, она мягкая, ломается прям рукой. Очень мягкая. Я такое не люблю. Прям совсем мягкая. Это тоже какой-то печной вкус. Но если у молочного льда он твердый такой, тверденький, вот это я, конечно, проглочу, но такое себе. Это Астана. Это я уже сюда закинула. Кусочек у меня оставался розовая. И все. Так, бегу, значит, я сейчас в ателье клиенту и там похрущу вам. Надеюсь, успею, телефон мой не сядет. А, хотела поближе показать коробку.
Блин, а вот, кстати, вот сейчас прикол поняла вот этого меренги, по-моему. Так она прилипает к небу. Ее можно смаковать, как ириску долго. Ну, короче, для любителей что-то мне есть. А вот она. Блин, ну реально не голубая. Даже вот здесь оттенок какой-то с розовинкой идет. Ну, либо у меня действительно проблемы с зрением. Ну, какие красивые пластиночки, да? Кусочки. Катюша, спасибо, что вы нашли время мне привезти глину. 1000 раз вам благодарю. Тут еще какие-то кусочки маленькие хочу вот. Ой, достать. Вот такая. Что, будем чистить на днях? Приеду из Москвы, развезу московские заказы и будем чистить с вами. Лепота.